Да. Сегодня Алексей решил пойти во Францию сходить. Леш, ты за кофейком или зачем ты там во Францию? За багетами свежими? За круассаном? Купи мне пару Воздух чище. Ладно, можно туда-сюда ходить. Сегодня очередной день нашего отдыха в Пиренеях, и мы добрались до границы Испания-Франция. Вот здесь вот этот столб гласит о том, что здесь уже началась Франция. Вот сейчас мы уселись за столик на французской территории. Сейчас прямо заговорим по-французски, наверное. И нам принесут свежие круассаны, вкусный кофе, да. Смотрите, какая природа. В принципе, Пиренеи, они, как говорится, везде одинаковые. Зеленые, красивые горы, поросшие елями. Погода хорошая. В общем, отдых в Пиренеях, он достаточно интересный, приятный и сулит много интересного, в том числе и активные виды спорта или просто прогулки. Мы движемся дальше. Сегодня нас сопровождает дождь, и мы едем уже во Францию, в город Люшон, который находится здесь также рядом. 18 километров до него вот по такой красивой зеленой дороге. Дождь идет сегодня очень приятный, влажный, хороший, мокрый дождь. 15 градусов, 12:04. И мы движемся уже во Францию. Ну а Франции сегодня праздник. Какой-то очередной Девы Марии. И вот такое вот шествие в французском небольшом городке в Пиренеях. Итак, у нас первое утро во французском городе Люшон. Переночевали мы в отеле. Посмотрите, какие шикарные гортензии. Это говорит о том, что мы во Франции. Можно завтракать во дворе. Вот такой вот у нас такое здание. Видите, какая красота. Вчера был дождь, сегодня уже погода лучше. Выпили кофе с круассанами. И теперь гуляем в саду. И здесь такая вот красота. Знаете, что делают? Станис, а это чьи-то работы, да? Вот это марморирование, я знаю эту методику рисования, этот стиль. Очень красиво получается. Необычные какие формы. Уникальный отель, конечно. Франция вся в творчестве. Смотри, вот это марморирование, вот этот стиль я знаю. Я делала такой на даче. Очень красиво, необычно. Кругом все на творчестве, да? Центральная площадь. Да, справа как раз стоит Lexus из Дубая, из Арабских Эмиратов. Ну, погодка у нас такая прохладная слегка, но хорошая. Вот это горы. Видно очень красиво. Центральная как раз площадь. Чем знаменит этот город? Что здесь есть термальные источники. Да, и вот Можно, да, здания вот эти за деревьями. Люди приезжают сюда принимать термальные ванны. Ну, у нас есть Арчены в Испании, у нас есть свои термальные источники и ванны. Да. Итак, дорогие друзья, продолжается наше путешествие. Мы едем на север. Целью нашей сегодня поездки будет город Бильбао. Мы хотим теперь увидеть океан. А сейчас мы находимся в Пиренеях. Проехали город Люшон, французский город. Останавливались там, ночевали. Немножечко я вам показала самую малость. Дорога у нас сейчас пойдет серпантинная. Дорога не для слабонервных, не тех, для кого укачивает, но очень-очень красивая. Был дождь вчера, достаточно такой сильный. И видите, что в этом регионе бывают дожди, поэтому все зелененькое, но, как сказали работники отеля, зимой здесь сильно холодно не бывает, Пиренеи сдерживают. -1 бывает в городе Люшон, но достаточно милое местечко и очень много мотопутешественников. А мы едем дальше по серпантинной дороге, впереди у нас север Испании.
сделали маленький стопчик на обед. Мы уже на испанской как бы территории, поэтому обед у нас вкусненький, все понятненько, но вид просто потрясающий. Вот мы едем через Пиренеи, были во Франции, теперь уже с другой стороны едем на север, как я уже сказала, остановились. Посмотрите, какие шикарные горы. Поля, луга, 25 градусов, уже стало чуть теплее. И здесь, ну вот сегодня нет дождя. Орлы парят в небе. Зелененькое, все красивое. Вкусненькое, понятненькое. Родная Испания. Все классно. Попутешествовали чуть-чуть по Франции и вернулись в Испанию. В родные, так сказать, пенаты. Там, кстати, Римский мост сверху. Римский мост, опять все свои достопримечательности. А мы движемся к городу Бильбао. И надеемся, что вам тоже немножечко покажем этот город. Ну и сами тоже узнаем его. А тут, кстати, проходит Камино де Сантьяго. Так, еще хотела сказать, что здесь входная дверь, как написано, в национальный парк Ардеса и Монте-Пердидо. То есть национальный парк Испании. Здесь все написано, телефоны, сервис, такси. Показано вот этот национальный парк. Ну, наверное, водятся тут разные птички и зверюшки. А также здесь можно отремонтировать свой велосипед, если вы движетесь туда на прогулку. Видите, есть разные ключи, насос, проверить давление в колесах. В общем, сюда разместить. В общем, все. Можно путешествовать по национальному парку Испании, подготовив велосипед, либо на машине двигаться. Много отелей. В общем, место шикарное. Мы здесь вот мимо проезжаем. Шикардосное местечко. И вот здесь вот все тоже расписано. Вот такие дорожки, по которым путешествуют. Горная речка, мы ее проезжали, в ней даже купаются. Маршрут. И все, что здесь есть. Очень интересное место. Ну что, дорогие друзья, как обещали, мы приехали в город Бильбао. Бильбао – это крупнейший и известный город, который находится в стране басков. Мы здесь еще не были, это север Испании. Сегодня мы посетим и посмотрим за один день все достопримечательности, ну, основные достопримечательности города Бильбао. Многие из них уже это знают. Сейчас мы идем пешком до музея Гугенхайм, дальше по набережной, до красивейшего моста, в старую часть этого города. Посмотрим старое и новое. В общем, Бильбао стал знаменит и, наверное, как для туристического направления мирового такого, и именно когда произошла у него трансформация из промышленного города в такой более современный. Вот музей